Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас 17 марта, сегодня у нас с вами воскресенье. И вы знаете, сегодня у нас с вами золотой день. И сегодня обязательно положите это под подушку для того, чтобы привлечь в свою жизнь изобилие, достаток и благополучие. Почему у нас сегодня с вами золотой день? Что вы обязательно должны сделать? Также напоминаем вам, что 17 марта у нас с вами сегодня последний день масленичной недели. Сегодня у нас с вами прощенное воскресенье. Но далее, друзья, у нас все с вами более подробно, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Прямо сейчас ставьте лайки и хотим всех поблагодарить за донаты, за поддержку, которую вы нам оказываете. Если вас интересуют донаты, ссылка в описании, можно нас отблагодарить, нам будет приятно. Итак, друзья, сегодня 17 марта, сегодня непростой день в календаре, это сегодня волшебный день, золотой день, потому что у каждого человека именно в этот день, 17 марта, появляется возможность привлечь к себе денежную удачу и процветание. Дело в том, что 17 марта считается особенным днем, который обладает магической силой и способен изменить вашу жизнь к лучшему. Поэтому обязательно положите это под подушку, чтобы привлечь себе богатство и успех. А прямо сейчас, друзья, обязательно в комментариях пропишите следующие слова. Эти слова сегодня вам помогут сонастроиться с энергиями Вселенной. А звучат они следующим образом. Я открыта для всех благ и возможностей, которые приводят меня, пишите ваше имя, к процветанию и к гармонии. Итак, друзья, сегодня у нас с вами золотой день, который будет иметь особую энергию и которая поможет нам достичь финансовых целей и обрести материальное изобилие. Поэтому не игнорируйте сегодняшний день и постарайтесь его использовать себе во благо. Также обращаем ваше внимание, что у нас сегодня с вами продолжается растущая луна в знаке зодиака Рак. Также у нас сегодня с вами 7-е и 8-е лунные сутки. Этот день обещает быть насыщенным эмоциями и внутренними переживаниями. И это все благодаря влиянию растущей луны в знаке зодиака Рак. Также сегодня очень важно, чтобы вы обратили свое внимание на эмоциональное состояние. Также постарались в этот день укрепить связь с близкими, родными людьми. Неспроста сегодня прощенное воскресенье, поэтому обязательно попросите у друг друга прощения. Обязательно сходите в церковь, в храм, поставьте свечку за здравие себя, своих родных, близких. Не забудьте и про врагов. Обязательно поставьте им свечу за здравие. Пусть в их жизни вот все то же самое лучшее. Пусть им Бог дает все только хорошее им благо. Почему? Потому что когда вы отправляете даже своим врагам позитив, созидательные мысли, это также к вам возвращается. Ну а когда вы людей проклинаете, когда вы говорите негативные слова, в первую очередь это в вашей жизни продолжает как вирус распространяться. Поэтому, чтобы этого не было, пожалуйста, в этот день все-таки старайтесь не злиться, не ругаться, прощать и забывать обиды. Ну и, конечно же, постарайтесь сегодня сделать стол или ужин, накрыть для семьи, возможно, с какими-то подарочками, с какими-то добрыми пожеланиями. Помните о том, что те, кто у нас с вами держит пост, то уже именно с 18 марта начинается строгий пост аж до самой Пасхи. Напоминаю всем, что Пасха в этом 2024 году у православных аж 5 мая. Да, достаточно далеко, но что мы сможем поделать? Да, вот я смотрю, 5 мая у нас с вами Пасха в этом году. Так что у нас с вами начинается строгий пост, и если вы можете, то, конечно, начинайте поститься. Если вы не можете по состоянию здоровья, если у вас есть какие-то моменты в жизни, не стремитесь, но вы можете хотя бы 2 раза в неделю, например, в среду и в пятницу поститься, не обязательно полностью голодать. Нет, по чуть-чуть, не спеша, просто нужно пробовать. Помните о том, что если вы решаете, что делать резко для
своего организма, вы это приводите к стрессу. Помните о том, что ваше тело работало по, будем так говорить, одним задачам, по одним правилам, и здесь вы резко их меняете, соответственно, у вас могут начаться проблемы и с печенью, и, возможно, с почками, и с сердцем даже, и так далее. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны и внимательными. Также рак у нас с вами, друзья, является знак зодиака, который отвечает за домашний уют, за семью, за эмоции. Поэтому сегодня вы можете почувствовать сильную привязанность к своему дому, к близким. А также у вас сегодня может усилиться интуиция и чувствительность к окружающим людям. Кроме того, в этот день вы можете стать более заботливыми и внимательными к потребностям вашей семьи и к вашим друзьям. Кроме того, обращаем ваше внимание, что рак сегодня у нас с вами управляет домом, домашней обстановкой, семейными отношениями. Поэтому сегодня возможен риск возможных конфликтов или неожиданных каких-то ситуаций в вашей семье. Поэтому будьте внимательны к своему дому и обеспечивайте его безопасность. И если возникает, вот вы прямо на интуитивном уровне чувствуете какая-то ситуация, старайтесь ее предупреждать, не доводите до абсурда. Кроме того, сегодня те эмоции, которые у людей могут вспыхивать, они дают нам глубокое понимание себя, а также нам дают понимание того, что укреплять семью, общаться со своей семьей, это очень важно. Кроме того, сегодня нужно быть готовым к эмоциональным переживаниям, к сильным достаточно, не у всех, но все же. И обращаться вам нужно с мудростью и с терпением. Также обращаем ваше внимание, друзья, что 17 марта мы с вами уже будем чувствовать весеннее равноденствие. Напоминаю всем, весеннее равноденствие у нас с вами 20 марта, но все равно мы уже начинаем чувствовать. Поэтому у кого-то может быть дополнительно больше эмоций, у кого-то хочет, может быть, злиться, ругаться. Поэтому старайтесь, наоборот, очищаться и духовно, и физически. Что же касательно, друзья, лунного календаря здоровья на 17 марта, то сегодня достаточно также благоприятный день. Кроме того, сегодня уникально есть возможность уделить внимание своему физическому, эмоциональному здоровью. Вообще, знак зодиака Рак, он ассоциируется у нас с вами с чем? С чувствительностью, с заботой, с защитой. Поэтому вам стоит обратить особое внимание на свои эмоциональные потребности. Кроме того, этот день благоприятен для того, чтобы заняться какими-то домашними процедурами по уходу за собой. Возможно, что-то вкусненькое, интересное приготовить для своей семьи. Или что-то, какая-то идея, возможно, у вас появится, которую вы все вместе, например, будете делать. Ну, например, кто-то, возможно, любит вместе с семьей лепить пельмени, вареники или что-то готовить вкусненькое. Так что вот именно 17 марта постарайтесь объединиться и вместе что-то то ли на кухне, или, возможно, где-то сегодня отправиться в какое-то небольшое путешествие буквально на один день, там, за город, на дачу, пожарить шашлыки. У каждого это будет свое, но главное сегодня очень важно именно объединение, общение, и это должно быть общение с вашими близкими и родными людьми. Кроме того, хорошо сегодня заниматься спортом, йогой, медитировать. Это приносит большую пользу и даже поможет вам улучшить ваше самочувствие. Также обращаем еще раз ваше внимание, что следите за своими эмоциями и избегайте лишнего стресса. Дело в том, что сейчас будет очень важна у многих людей эмоциональная уязвимость. Это может сказаться на общем состоянии вашего организма, поэтому следите за собой для того, чтобы расслабляться и уметь восстановиться. Не все это могут, но все-таки надо. Что касательно лунного календаря денег, то сегодняшний день достаточно успешен и удачен, все, что касательно денег. Но опять же, вы должны понимать и то, что все, что касается денег, это должно быть связано с семьей и вокруг семьи. Возможно, вы сегодня будете ощущать такую вот большую потребность в создании комфортной обстановки в своем доме. И, конечно же, это может отразиться и на ваших расходах. Некоторые люди захотят сегодня купить какие-то предметы для своего дома, чтобы дом стал более приятным, уютным. Кто-то захочет, возможно, обновить свою мебель, шкафы или даже вещи. Но помните, не позволяйте себе быть расточительными, потому что это может сказаться на вашем
вашем бюджете. То есть, если вы решите сегодня что-то сделать для своей семьи, то, пожалуйста, сначала продумайте, проанализируйте и спланируйте. Кроме того, этот день благоприятен для финансовых начинаний, для инвестиций. Если у вас есть планы на развитие своего бизнеса или инвестирование во что-то новое, то этот день может быть подходящим временем для начала действий. Но не забывайте о тщательном планировании и анализе риска для того, чтобы избежать возможных финансовых потерь. Теперь давайте посмотрим, какая карта Таро выпала на этот день, 17 марта. И вы знаете, сегодня у нас выпала карта на этот день, воскресенье, Луна. А вы знаете, что Луна символизирует интуицию, внутренние наши чувства и подсознание. Поэтому в этот день мы должны очень внимательно относиться к своему внутреннему голосу и доверять своей интуиции. Кроме того, некоторым людям нужно быть внимательными к своим сновидениям и к тем ощущениям, потому что через сны вам могут идти какие-то очень важные послания, и ваша задача их не игнорировать. Кроме того, вам нужно понимать и то, что в этот день к вам может поступать какая-то очень важная информация, которую вы вообще не ожидали, не рассчитывали или считали, что это вас, например, никаким образом не касается. Поэтому не игнорируйте вот те подсказки, вот те знаки, которые посылает Вселенная. И поверьте, Вселенная на каждую секунду отправляет к нам что-то. Это может быть через людей, это может быть через птиц, через животных, через людей, даже через музыку бывает, или даже через какие-то звуки, на которые в другое время вы бы не обратили внимания. Поэтому ваша задача сегодня быть чуточку внимательными и быть очень в то же время осторожными, доверять себе, своей интуиции. Также сегодня в вашем окружении, в близком окружении может появиться человек, который будет стараться вас от всего отговаривать. То есть, что бы вы сегодня ни делали, он будет говорить о том, что это не стоит сегодня делать, это будет вам мешать, это не будет давать вам развиваться и так далее, и так далее. Поэтому, друзья, сегодня ваша задача быть, понимать и осознавать то, что вы делаете, к чему вы стремитесь, как вы хотите сделать. Ну и, конечно же, верьте себе, верьте своему сердцу и верьте только в лучшее. В вашей жизни обязательно все будет только в том ракурсе, который для вас важно и нужно. Теперь, друзья, давайте посмотрим, что же нам говорит на этот день Архангел Михаил. И вы знаете, Архангел Михаил говорит о том, что нам сегодня нужно быть смелыми, нужно сегодня быть решительными. Кроме того, сегодня вы можете себя вдохновить на какие-то интересные поступки. И очень важно, чтобы вы не боялись выходить за пределы своей зоны комфорта и стремились к своим целям. И это нужно обязательно делать только с уверенностью. Очень важно, чтобы вы верили в себя. Поэтому сегодня могут даже появляться какие-то определенные знаки, которые будут показывать вам в том, что вы должны поверить в себя, в том, что вы терпеливы, в том, что вы мудры, то, что вы понимаете, и это поможет вам достичь обязательно успеха. Кроме того, позвольте энергиям этого дня наполнить вас и уверенностью, и оптимизмом. Помните о том, что пока вы чего-то боитесь, вы сами закрываете себе дорогу. Очень часто бывает так, что человек боится, и вот он боится переступить, он боится что-то сказать, сделать, опровергнуть, доказать свою точку зрения. Человек теряет время, а вы знаете, что время вернуть нельзя. И время — это очень такой вот ценный ресурс, на который многие люди, к сожалению или к счастью, просто-навсего не обращают внимания. А зря. Обращайте на это внимание. Почему? Потому что вы, как только начнете обращать внимание вот на эти моменты в своей жизни, то вы увидите, как и ваша жизнь начнет меняться, и в вашей жизни начнет происходить достаточно много интересных и важных событий. Поэтому Архангел Михаил, как вы видите, очень вот важно подмечает те или иные послания на тот или иной день. Ну и, конечно, очень важно, чтобы вы поддерживали сегодня других людей. Не обязательно деньгами, кому-то добрым словом, возможно, кому-то вручите какой-то маленький подарочек, презент.
А кому-то вы, может быть, просто отправите смайлик через мессенджер. У каждого это будет своя ситуация, но главное не бояться вот отправлять эту энергию любви, энергию радости, энергию сострадания. И, друзья, ввиду того, что сегодня такой вот действительно замечательный, прекрасный день, обязательно проведите практику. Возьмите листок бумаги. Эту практику вы ко всему можете провести сегодня в любое время, но положить именно этот листочек бумаги с этими циферками нужно будет уже в вечернее время. То есть вы можете, например, сейчас провести эту практику, но оставить листок бумаги, например, на тумбочке, которая находится у вашей возле кровати, а уже в вечернее время, когда будете ложиться спать, просто возьмете, прочитаете определенные слова и обязательно положите под подушку. Итак, что мы с вами пишем на этом листке бумаги? Пишем следующие циферки. 88 4 99. Еще раз, 88 4 99. Мы их написали. После этого вы их должны вслух проговорить. Как проговариваем? 8 8 4 9 9. И после этого скажите следующие слова, они очень важны. Я, называйте ваше имя, приглашаю достаток, здоровье, счастье в свою жизнь. Истинно да будет так. На следующий день вам нужно обязательно сжечь этот листочек бумаги и поблагодарить Вселенную за те блага, которые есть в вашей жизни или которые появятся в самое ближайшее время. Чем больше вы проводите практики, чем больше вы общаетесь со Вселенной, с высшими силами, с Архангелом Михаилом, со своим ангелом-хранителем, тем быстрее вы сможете достигнуть своих целей. Но не забывайте о тех знаках и подсказках, которые идут сверху. Помните об этом. Прямо сейчас ставьте лайк. Кто спрашивал про донаты, друзья, ссылка есть в описании, ссылка есть в комментариях. Нажимайте, переходите, любая сумма нам будет приятна. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующий рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, друзья, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.